Привет! Сегодня в ролике я расскажу тебе про довольно неплохой вариант очень компактной камеры для путешествий от компании FeiYu-Tech, которая получила незамысловатое название FeiYu Pocket. Как ты, наверное, уже успел заметить, внешне она очень похожа на популярную камеру DJI Osmo Pocket, и скорее всего FeiYu при ее создании вдохновлялись именно этим девайсом. Эту камеру я купил на замену своей старенькой Sony AS200, которая была моим верным спутником в течение 3 с лишним лет, и за все это время с ее помощью я наснимал довольно много материала, часть из которого частенько попадала в мои обзоры. На самом деле я давно присматривался к подобному форм-фактору, но кроме как DJI таких камер больше никто не делал. Для меня ключевым моментом в покупке этой новинки стала ее цена. По нынешнему курсу FeiYu Pocket обошлась мне в $197, в то время как Osmo по сей день дешевле $340 найти довольно сложно, хоть и возможно. Но согласись, разница в цене все-таки приличная, тем более что по своим возможностям камера от FeiYu во многих моментах имеет определенные плюсы перед Osmo. Поставляется FeiYu Pocket в прямоугольной белой коробке, внутри которой в пластиковой проставке лежит сама камера и прочный пластиковый кофр для хранения и переноски. Помимо всего прочего, в комплекте также имеется дополнительный мягкий мешочек, наручный шнурок и кабель для зарядки и подключения к ПК с интерфейсом USB-C. Размеры самого устройства 124 на 40 на 30 мм, а весит девайс всего 115 грамм. На корпусе камеры имеется 3 физические кнопки управления, 2 из которых расположены под дисплеем, а третья, по совместительству кнопка включения-выключения, находится на правом торце и подогнана аккурат под большой палец. При однократном нажатии на нее, когда камера находится во включенном состоянии, можно переключаться между видео и фотосъемкой, либо выбрать режим таймлапс. Из-под экранных кнопок, та что слева с красной точкой посередине, при однократном нажатии отвечает за старт и остановку записи, а если ее зажать на несколько секунд, позволяет включить Wi-Fi в камере для сопряжения ее со смартфоном. Вторая кнопка с нанесенной на нее литерой M отвечает за режимы работы самой головы. Однократным нажатием на нее можно переключаться между панорамой и режимами следования по осям Follow Mode или All Follow Mode. Если же удерживать эту кнопку некоторое время, то голова фиксируется в одном положении, как бы ты ни шевелил рукой. Двукратное нажатие этой клавиши позволяет сделать рецентр или по-простому выравнивание головы в исходное положение, а по тройному голова поворачивается на 180 градусов, тем самым осуществляя переход в селфи режим. Примечательно, что всеми этими функциями также можно управлять и с помощью сенсорного IPS экрана. Он здесь небольшой и имеет диагональ в 1,3 дюйма. Разглядеть все детали, а также что попало в фокус, а что нет, с такими размерами очень проблематично. Единственное, что возможно считать с такого экрана, так это текущие заставки для съемки и примерную композицию в кадре. Помимо всего прочего, для удобства управления на дисплей можно вывести сенсорный рычаг управления головой. Он работает не как джойстик по всем осям, а только в вертикальной плоскости. Но тем не менее, хорошо, что есть и такой. Свайпом сверху вниз по экрану вызывается основное меню, в котором можно зайти в настройки, выбрать режим отображения картинки на дисплее, его яркость, а также быстро установить уровень качества съемки. Непосредственно в разделе основных настроек можно откалибровать голову, включить тот самый сенсорный рычаг управления, о котором я упоминал выше, включить или отключить системные звуки, ну и многое-многое другое. Как ты, наверное, заметил, у меня в камере установлен английский язык, но для выбора есть и другие, в том числе и русский. Просто русские названия не всегда полностью влезают в размер этого маленького дисплея. Оттого лично мне более удобно использовать именно английский, но тем не менее при желании язык всегда можно поменять. Если провести по экрану слева направо, то можно ознакомиться с отснятыми материалами. И я неспроста сказал именно ознакомиться, ведь на таком дисплее это делать очень неудобно, да и встроенного динамика в камере нет, так что услышать звук получится только при подключении камеры к ПК. Свайпом справа налево можно зайти в меню основных функций камеры. Здесь можно быстро перейти к фото, видео, выбрать режим слоумо, таймлапса или панорамы. Ну и заключительный жест по экрану снизу вверх переносит тебя в еще одно быстрое меню, в котором сенсорно повторяются функции, назначенные на кнопке. Это принудительная центровка камеры, поворот на 180 градусов в режим селфи, выбор алгоритма работы головы, а также переключатель из обычного режима в активный, при котором система стабилизации начинает работать быстрее. Такой режим использования больше всего подойдет для съемки каких-то спортивных или быстрых событий.
В камере Feiyu Pocket установлен сенсор Sony размером 1 на 2,5 дюйма с диафрагмой f2.8 и углом обзора в 120 градусов, что лично для меня довольно важно, особенно после камеры Sony. Просто в той же Osmo Pocket этот угол составляет всего 80 градусов, и для комфортного использования, к примеру, при съемке влога, необходимо вытягивать руку на полную, либо использовать какую-то селфи-палку, что также сделать, просто достав камеру Osmo из коробки, не представляется возможным, ведь штативной резьбы в корпусе нет. А вот в Feiyu Pocket данная резьба присутствует и находится в нижнем торце корпуса, что делает ее использование еще более удобным, особенно прикрутив к ней вот такую вот небольшую треногу. Непосредственно я покупал данную камеру только для видеосъемки, и вот наличие 4К в 60 FPS меня очень порадовало, хотя по факту лично я снимаю в основном в 50 FPS. Дело в том, что я живу в России, и у нас большинство электроприборов, в том числе и свет, работает на частоте 50 Гц, и дабы не получить на отснятом материале неприятное мерцание, от которого избавиться даже на постобработке довольно сложно, я и использую во всех своих камерах либо 25, либо 50 кадров в секунду. К слову сказать, в настройках камеры дополнительно имеется антифликер, и для подстраховки его также можно активировать. В общем, как ты, наверное, понял, снимаю я на максимально возможных настройках, но если тебе интересны подробные параметры по возможностям видео, то сейчас ты можешь видеть их на своем экране. Главная особенность подобных компактных камер — это, разумеется, стабильная и ровная картинка. И вот в Feiyu Pocket используется шестиосевая гибридная стабилизация. По крайней мере, именно так маркетологи-производители решили обозвать все это дело. По факту же в камере имеется просто два вида стабилизации по трем осям — оптическая и цифровая. И вот по этой части камера отрабатывает просто прекрасно. Ощущение такое, что во время съемки у тебя в руках не этот малыш, а полноценная камера на стабе. Вот, к примеру, на данном сэмпле я, сидя на берегу с камерой в руках, просто встаю и начинаю идти. На смартфон или камеру без стабилизатора так ровно снять не получится. Хоть я в этот момент и не преследовал цели снять футаж подобным образом, но в качестве примера данные кадры очень хорошо сюда подходят. Вообще для съемки влогов, тревел-блогов или какого-то лайфстайла подобный форм-фактор камер, как по мне, просто идеален, и Feiyu Pocket не является исключением. Она отлично себя проявляет при уличных съемках и с хорошим освещением. Лично я купил ее для подсъема различных футажей и демонстраций опыта эксплуатации гаджетов для своих обзоров, потому как постоянно таскать с собой свою основную камеру на стабилизаторе не всегда удобно и немного тяжело. Разумеется, не все так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Я все хвалю и хвалю эту камеру, но недостатки у нее также есть. В условиях недостаточной освещенности, как и множество подобных девайсов, камера шумит. В вечернее время, а также в полутемных помещениях она нормально снимать не будет. Но тут уже вопрос компактности. Невозможно в такой маленький корпус запихнуть хорошую и большую матрицу. И вот с этим придется как-то мириться. Главное просто об этом знать. Помимо всего прочего, при покупке этой камеры я преследовал еще одну цель, которая, к моему великому сожалению, не была достигнута. Дело все в том, что в моей голове была некая картинка, что я смогу с помощью Feiyu Pocket снимать крупные планы обозреваемых мной гаджетов с руки. Но вот если приблизить камеру к объекту съемки ближе, чем на 50 см, то фокус на нем она не ловит, а берет в объектив все, что расположено на фоне. И тем не менее, если брать в целом, то после месяца использования я к этой камере привык. Нашел для себя нужные настройки и теперь активно ее использую для своих задач. Картинка, которую она выдает, меня более чем устраивает. Главное подобрать нужное освещение и нужный ракурс. Что же касается непосредственно записи звука, то встроенный микрофон пишет, конечно, не громко, но в том же видеоредакторе, используя только нормализацию, можно это легко поправить. Привет! Сегодня последний день моего отпуска, и вот на протяжении всего этого времени эти QCY T8 были моими, наверное, спутниками на каждый день. И в сегодняшнем ролике я хочу рассказать тебе про эти наушники максимально подробно, что я смог о них узнать за эти 2 недели. Единственный минус, что периодически из звуковой дорожки в моменты тишины можно услышать легкие отголоски вращения моторчиков. Конечно, было бы неплохо, если бы в будущем Feiyu выпустили внешний микрофон для своей камеры, или же какой-то переходник под обычную петличку, потому как сейчас мне все равно приходится записывать звук на внешний рекордер. Из примечательного Feiyu Pocket можно использовать в качестве веб-камеры. Для этого ее просто нужно подключить к ПК по проводу и выбрать соответствующий пункт на экране. Также хорошая опция, про которую я уже упоминал ранее и которая отсутствует в Osmo Pocket, это встроенный Wi-Fi модуль для связи со смартфоном. С этой камерой никаких проводов и переходников для этого не нужно. Просто устанавливаешь приложение Feiyu Cam на телефон, подключаешься и можешь видеть картинку на экране смартфона.
Также, помимо всего прочего, здесь можно произвести все необходимые настройки, причем в самом приложении их намного больше, нежели возможно выставить с камеры. К примеру, только на смартфоне можно переключиться в мануальный режим съемки и покрутить выдержку и ISO, а в автоматическом режиме съемки здесь доступна корректировка экспозиции. Также из интересных софтверных возможностей в приложении можно включить цветовой профиль F-Log, позволяющий снимать в логарифм для большего захвата информации во время съемки. Лично я пока нормально снимать лог так и не научился, даже на своей основной Sony A6400, но в будущем я планирую этим заняться вплотную, так что для меня данная опция очень даже кстати. Для управления движением головы со смартфона можно использовать своеобразный джойстик в виде 4 стрелок, помимо которого здесь есть еще одна занимательная опция управления посредством гироскопа самого смартфона. Когда перемещаешь телефон в воздухе, голова повторяет за ним движение. Уж не знаю, в какой момент мне сможет это пригодиться, но смотрится интересно. В камере установлен встроенный аккумулятор на 875 мАч, и по заявлению производителя его должно хватить на 3,5 часа съемки в 4К и 30 кадров в секунду. Но тут мне хотелось бы отметить, что в силу специфики моего сценария использования данного девайса, за все время я пока не высаживал аккум до нуля за один цикл съемки, хоть и снимал много и довольно часто. Так что в целом автономность данной камеры меня приятно порадовала. Встроенный слот для карт памяти формата microSD поддерживает максимальный объем накопителя в 512 ГБ. Конкретно я пользуюсь карточкой 10 класса Samsung EVO на 128 ГБ, и мне ее вполне хватает для съемки в 4К 50 кадров в секунду. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если смотреть в целом, то по прошествии времени я своей покупкой доволен. Изначально, когда ее только получил и толком не протестировал, у меня было много вопросов. В какой-то момент я даже хотел ее просто продать и купить Osmo Pocket, но теперь, когда разобрался и как следует поснимал, все стало на свои места. Меню управления очень простое и интуитивно понятное. Из коробки никаких аксессуаров дополнительно покупать не нужно, разве что только треногу для удобства, но она у меня и так есть. Помимо всего прочего, угол обзора в 120 градусов для меня был очень важным преимуществом перед Osmo Pocket. Да и автономность, судя по всему, здесь намного лучше, чем была в моей старой Sony AS200. Также порадовал тот факт, что камера приехала аккурат перед моим отпуском, и я смог на себе прочувствовать все удобство и компактность такого форм-фактора. Как по мне, это идеальный вариант для съемки в любых поездках. И я сейчас говорю в целом обо всех подобных камерах, будь то Osmo Pocket, Fimi Palm или Snupo V-Mate. Просто конкретно в моем случае это была Feiyu Pocket. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.